Всем привет, с вами Светлана. Сейчас мы находимся в морской столице Болгарии, в городе Варна. Из этого видео вы узнаете, стоит ли ехать отдыхать в Варну. Если стоит, то подорожал ли отдых в Варне. Важное про Варну. Самым известным городом на море в Болгарии является Варна. И это неудивительно, ведь Варна – крупнейший город Восточной Болгарии. Город является важным туристическим центром, отправной точкой для курортов вдоль побережья Черного моря. Город богат историей. Ранним следам присутствия человека в районе Варны около 100 тысяч лет. Самый теплый месяц в Варне – это июль, а вода в море самая теплая в августе месяце. Местоположение. Город Варна расположен на берегу Варнинского залива между Варнинским озером и плато Франга. Часть города расположена к югу от Варнинского озера и связана с его центральной частью самым длинным мостом в Болгарии – мостом Аспарух. Как добраться? Добраться до Варны можно на самолете. Есть аэропорт с довольно обширным авиасообщением и сравнительно недорогими билетами. На автобусе есть международный автовокзал. На поезде есть ЖД-вокзал, на котором, кстати, совершает остановку знаменитый поезд «Восточный экспресс», курсирующий по маршруту Лондон-Стамбул. Поездки по городу можно осуществлять с помощью автобусов и троллейбусов. Цена билета по городу – 1 евро, если покупать на остановках или в автобусах в автоматах. А вот если купить билет через приложение Ticket Varna, тогда цена билета будет ниже. 50 центов обойдется билет на 60 минут или 75 центов на 90 минут. На остановках на специальном табло, а также на сайте или в приложении в телефоне можно отслеживать движение транспорта в реальном времени. В городе есть несколько официальных фирм такси. Такси в Варне нужно заказывать по телефону. Просто говорите точный адрес, где вы находитесь, затем точный адрес, куда ехать. Диспетчер в ответ скажет, сколько ждать и номер машины. В крайнем случае можно заказать на сайте. В такси установлены таксометры, а после поездки таксист выдает вам кассовый чек. Если, конечно, вы его попросите. Ориентировочная стоимость такси по городу в пределах 3-5 евро. Но не рекомендуем ловить такси на улице, тогда будьте готовы заплатить в 2-3 раза больше, чем реальная цена. Есть в городе точки проката автомобилей, велосипедов и электросамокатов. Если вы приехали на автомобиле, тогда следует знать, что город поделен на зоны. Синяя зона подразумевает платную парковку. Парковка стоит 1 евро за 1 час. Оплатить можно при помощи СМС или приложения в телефоне. При неоплате парковки ваш автомобиль эвакуируют и будет немалый штраф. А машину нужно будет забирать с такого места, куда можно добраться лишь на такси. Поэтому лучший вариант – это оставлять автомобиль на платной парковке, тогда не будет проблем с эвакуатором или угонщиками. Такое тоже случается. Пляжи. Пляжи Варны, а их около 10, занимают порядка 8 километров и тянутся вдоль всей береговой линии. Пляжи песчаные с мелким песком. Если идти от порта вдоль прибрежной линии, то первым будет пляж Южный. Его отличие в том, что он с самой широкой песчаной полосой до 100 метров. Цены на зонтик или шезлонг 2,5 евро. К пляжу прилегает плавательный спортивный центр с 2 бассейнами. Один из них открытый и работает круглогодично. И спа-центр, где оказывают услуги массажа, фитнес-зал. На самом пляже водных аттракционов нет. Можно снять яхту целиком. Так будет дешевле, если у вас большая компания. Грузоподъемность этой яхты составляет 10 человек. Это прогулочное судно, можно прокатиться в конкретное место, а также просто совершить путешествие по морю или озеру за определенное время. Многие кафе имеют свои пляжные зоны, как это, где вы можете наслаждаться напитками и закусками и при этом лежать на шезлонге или специально оборудованной зоне на мягких подушках или диванах.
Далее идет центральный пляж, который вмещает в свою зону большое количество ресторанчиков, баров и клубов. На этом пляже водных аттракционов нет. Летом здесь всегда шумно и весело, а к вечеру здесь становится еще веселее. Начинают работать многочисленные ночные клубы и пляжные дискотеки. К центральному пляжу примыкает Приморский парк. Очень удачное сочетание моря, солнца, песок и зеленые насаждения, где в разгар дневного зноя можно найти прохладу. Это рыбацкий пляж, который мало пригоден для купания, так как по большей части каменист, но зато вдоль него тянется вереница кафе с разнообразной кухней. Бесплатный бассейн и душ с горячей сероводородной водой, поступающей прямо из недр земли, расположен прямо на берегу моря. А по городу расположены минеральные источники с питьевой водой. Вот мы на пляже Офицерский. Следующий пляж – это популярный пляж Рапонги по названию ресторана. Здесь самые дорогие зонтики и шезлонги по 5 евро. Далее идут пляжи Буниты 1 и 2. Пляж Пучивка с песком и крупными камнями. Вход в море резкий. Через несколько метров от берега глубина будет в полный рост взрослого человека. Не подходит для маленьких детей. По променаду ездят такие маленькие паровозики. Схема остановок. Также на другой части города Васпарухово есть пляжи. Большинство пляжей Варны подходят для семейного отдыха с детьми. Отмечу, что все пляжи песчаные, есть каменистые участки, галечных пляжей в Варне нет. Проживание. В Варне широкий выбор жилья от хостелов до роскошных вилл. Цены на жилье этим летом стартуют от 28 евро за двухместный номер, что на 10% выше, чем прошлым летом. В отеле на первой линии цены начинаются от 32 евро, а двухместный номер по системе «Все включено» будет стоить от 180 евро за сутки. Если вы хотите снять квартиру, то цены за квартиру-студию будут от 33 евро, а снять целый дом с бассейном будет стоить от 42 евро в сутки. Питание. И какие есть варианты. Что делать, если вы не забронировали отель по системе «Все включено»? Где питаться? В Варне мы насчитали 4 варианта питания, но давайте по порядку. Первый, самый простой, но и самый дорогой вариант – это просто питаться в кафешках или ресторанчиках, расположенных по всему городу. Подсказка для туристов – выбирайте те заведения, которые работают круглый год. Там, как правило, цены ниже, а качество выше, потому что там питаются местные, они переплачивать не будут. В хороших заведениях по соотношению цена-качество свободных мест может не оказаться. Также следует иметь в виду, что придется сделать несколько тестовых заказов в различных заведениях, почитать отзывы, одним словом потратить немалое время, прежде чем вы найдете то, что подходит именно вам. Но все равно этот вариант будет дороже остальных. Второй вариант – бюджетный вариант питания. Это готовить самостоятельно, покупая продукты в сетевых магазинах, где минимальные цены. Например, такие магазины, как Билла, Lidl, Kaufland, Метро, или покупать продукты на центральном рынке. При этом варианте стоимость питания будет приближена к той, которую вы тратили у себя дома. Подсказка для туристов, которые будут отдыхать очень бюджетно, старайтесь покупать продукты со скидками. Установите соответствующее приложение и там активируйте акционные товары. Получите дисконтные карты, где это возможно. Обычно их выдают на кассе или на инфостойке. Тогда получится еще больше сэкономить. Третий вариант. Возможно, это золотая середина. Он сочетает в себе и экономию, и, что немаловажно, для комфортного отдыха не нужно будет самостоятельно готовить. Для этого покупать готовую еду в тех магазинах, в которых есть так называемая горячая витрина. Такие витрины есть в магазинах Билла и Булмаг. В таких горячих витринах можно купить приготовленную еду, вам ее упакуют, чтобы можно было без проблем доставить до вашего места проживания. Кто хочет еще больше сэкономить, подойдите после 20 часов и получите дополнительную скидку 30%. Но нужно иметь в виду, что ассортимент таких витрин невелик, и вполне возможно вы не найдете то, что ищете. В некоторых магазинах Kaufland открылись вот такие кафешки при кассах, где можно купить готовую еду по невысокой цене.
Такой поднос с грибами с маслом типа рагу свинина с овощами и жареными куриными крылышками обошелся в 5 евро. Такой кусок свежеприготовленной пиццы стоит 1,5 евро. На вкус, по крайней мере, лучше любой замороженной пиццы, купленной в магазине. Тут же есть мини-кафе с десертом. Напротив детский уголок, удобно для родителей с маленькими детьми. Пока дети играют, можно пообедать и дети в поле зрения. 4-й вариант питания и сравнительно новый. Доставка готовой еды прямо на дом. В Варне работает несколько известных сервисов, где вы можете заказать еду из перечня заведений общепита прямо на дом. Возможно, это будет не самый дешевый вариант, но очень быстрый, комфортный и удобный. Очень выгодно большим семьям или компаниям, потому что есть определенная сумма, выше которой доставка будет бесплатной. Есть там и акции, и накопительные скидки, а также можно найти и бесплатную доставку. Что посмотреть в Варне? Список очень обширный. Мы для вас подготовили только самые интересные места. Символом города является кафедральный собор 19 века. В прошлом году он был отреставрирован, который находится в самом сердце города. Самым популярным местом для прогулки в Варне, конечно же, остается центральная пешеходная улица. Она начинается от самого большого фонтана города на площади Независимости и доходит до входа в Приморский парк. На самой улице расположено множество магазинов, кафе и ресторанов. Если у вас разрядился телефон, а спрашивать у прохожих время нет желания, то это не беда в Варне. Это солнечные часы, которые находятся у входа в Приморский парк, являются одной из достопримечательностей Варны. А возле морского вокзала установили еще одни солнечные часы. Одной из достопримечательностей является Варнинский оперный театр. Что сегодня можно посмотреть? Приморский парк – самый большой парк на Балканах, объявленный произведением паркового искусства. Варнинский прибрежный променад, который растянулся на несколько километров. Здесь сосредоточено множество летних клубов, дискотек, пиццерий и рыбных ресторанов. С парка открывается вид на море и пляж Рапонги. Тут же в парке можно посетить Варнинский дельфинарий. Археологический музей в Варне, который впечатляет не только своей богатой коллекцией артефактов, но и хранит нечто очень ценное, а именно самое старое обработанное золото в мире – Варнинский морской вокзал, который является частью портового комплекса в Варне. На территории комплекса есть многочисленные рестораны, магазин беспошлинной торговли, магазин яхтенной экипировки, парк аттракционов и большая парковка. Римские бани – один из символов древнего Одессеса. Для любителей острых ощущений в районе порта расположился парк развлечений. Для кого-то экстремальные аттракционы. А так стандартный набор развлечений: автодром, вечный двигатель, карусели, колесо обозрения, тир. На территории Приморского парка есть парк аттракционов «Детский кыт». Здесь в тени деревьев можно покататься на аттракционах, которые в основном для детей. Можно сходить в Варнинский аквариум, где представлены различные виды рыб, коралловых рифов и других морских животных. Есть в Варне мини-аквапарк. 3 торговых центра – Гранд Молл Варна, Дельта Планет Молл и Молл Варна, где можно заняться шопингом, пообедать и посмотреть кино в кинотеатре. Что можно посмотреть в окрестностях Варны? Резиденция Евксиноград, построенная для царя Александра I Баттенбергского. Монастырь Аладжа – самый известный скальный монастырь на болгарском побережье Черного моря, а рядом в нескольких сот метрах от монастыря находятся катакомбы, мыс и крепость Калиакры, природный и археологический заповедник, простирающий на 2 километра в море. Плюсы.
Отличное сочетание большого морского парка и моря рядом. Хорошее транспортное сообщение. Максимальный выбор жилья любой ценовой категории по различным ценам. Есть возможность покупать продукты по самым низким ценам Болгарии. Море и пляж подходят и для детей. Есть множество достопримечательностей и развлечений, как в самом городе, так и в окрестностях. Возле моря в целом ровная поверхность без резких подъемов и спусков, за исключением квартала Винница. Минусы. Пляжи в Варне не удостоены голубого флага. Недостаточная уборка мусора в городе. Также существует проблема дефицита парковок, особенно в центральной части города. Итоги. Что изменилось с прошлого лета? Минимальные цены на проживание выросли на 10%. Цены на проезд в среднем выросли на 20%. Цены на продукты выросли в среднем на 20%. Но если сравнить Варну с другими курортами Болгарии, все равно в Варне отдых будет дешевле, чем в большинстве других мест. Курорт подойдет для людей, которые любят культурные мероприятия, выставки, галереи, фестивали. Но, возможно, не понравится людям, которые ищут тишину, покой и чистоту. Интересно, были ли вы в Варне и что вам понравилось или не понравилось? Пишите в комментариях. Я надеюсь, что эта информация была для вас полезной и поможет вам принять правильное решение. Я ожидаю, что вы оцените мое видео. Подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить мои новые и интересные видео. Всем пока, до новых встреч!